Стрельцы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на март 2023 года. Мы с вами уже плавно входим в весну и будем смотреть, какой же событийный ряд вас ожидает. Тем более, что я знаю, что вы заждались уже своего прогноза. Итак, в этом будет помогать Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Традиционно посмотрим общие энергии месяца, а также событийный ряд, который вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, и посмотрим рекомендации от карт на предстоящий месяц. Начнем. Итак, общие энергии. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, все, карты хорошо видны, приступим. Общая энергия месяца у вас ложится четверка жезлов. Шикарная карта, которая указывает на укрепление личных связей с близкими, с родственниками, с семьей, с детьми, с мужем, у каждого по-разному. То есть это период праздника, радости, счастья. Для кого-то решение долгожданных вопросов, связанных с недвижимостью, будь то переезд на новое, более комфортное жилье, покупка или продажа жилья, или завершение ремонта, обустройство вашего гнездышка. То есть здесь действительно радость и счастье. По четверке жезлов это может идти приглашение на какие-либо семейные праздники, торжества, помолвки, свадьбы, годовщины. То есть атмосфера радости, праздника, единения и комфорта. Конечно же, аркан многогранен, поэтому с вами будем дотягивать и уточнять, в чем конкретно здесь будут у вас перспективы. И дополнительно ложится аркан сила. Во-первых, это обрести помощь и поддержку со стороны ваших близких, ваших членов семьи, а для кого-то это быть как за каменной стеной, то есть обретение действительно человека, который вам будет, знаете, не только другом, но и действительно самым-самым близким и верным человеком в целом. Если будем смотреть вопросы карьеры, бизнеса, работы, у вас здесь ложится девятка жезлов. Тут идет несколько эмоциональное, физическое выгорание, усталость. Либо вы не видите плодов вашего труда, либо на текущем этапе просто действительно уже, знаете, как эмоционально истощены. Поэтому данный аркан указывает на желание работать спустя рукава, может быть закрыться для кого-то, если есть таковая возможность, взять отпуск за свой счет или может быть плановый. То есть как временно отойти от дел, потому что, знаете, как уже нет сил. Но так ли это, сейчас будем смотреть и будем прояснять. Итак, по ситуации для тех, кто у нас на данном этапе не работает. Девятка жезлов и семерка мечей. Здесь желание иметь какой-то пассивный источник дохода, знаете, как нелегальный. А вам и хочется, и колется, и мамка не велит. Почему? Потому что нет опыта, нет сноровки, и вы боитесь быть обманутым в этой ситуации. Не важно, что это за начинание. Кто-то может для себя решить заниматься фондовыми рынками, вопросами криптовалюты, либо изучать какие-то новые стартапы. Но здесь боязнь обжечься. Поэтому активные действия, конечно же, вы предпринимать здесь не будете. Для тех, кто у нас в статусе соискателя, по пятерке жезлов это очень высокая конкуренция. Поэтому вы здесь боитесь, знаете, как упасть в собственных глазах, вы боитесь не оправдать чьих-то ожиданий и, в принципе, уже устали от этой гонки. Хочется найти достойную вакансию, достойную работу и ни с кем не конкурировать в целом. Если смотреть по связке арканов, то на текущем этапе трудоустройства в рамках этого месяца карты не показывают. Если смотреть ситуацию для наемных сотрудников, у нас здесь ложится король чаш. Девятка жезлов и король чаш. Вплоть до того, что вы можете работать с каким-то корпоративным психологом в плане решения каких-то проблем, профвыгорания и так далее. Или искать себя, потому что девятка жезлов и король чаш – это желание какой-то творческой работы, творческих проектов, перемены места. Знаете, как когда вы засиделись на одном месте годами, все как день сурка, и вы действительно этого уже просто выгораете. Поэтому здесь это желание, как сменить картинку. Для кого-то это могут быть связки, это как проситься на какие-то дополнительные обучения, может быть, командировки и прочие вещи, чтобы что-то здесь поменять в своей жизни. Для тех же, у кого свой собственный бизнес, девятка жезлов и восьмерка жезлов.
Это страхи, это риски, выходить на новый рынок, на, знаете, как новые горизонты, потому что 8 жезлов у нас карта скорости. Или просто переводить всю вашу систему, весь ваш бизнес на новые рельсы, работать с новыми компаниями, с новыми партнерами. Так как вы не знаете все подноготные, переживаете, как это будет, как будут обстоять дела, все ли у вас получится. Потому что много усилий приложили, но, знаете, как все равно уже от этого выгораете. Пока еще не видите результата. Если смотреть финансовую сторону вопроса, по королю жезлов у вас здесь все в порядке, потому что король жезлов это в принципе хорошая карта, хоть она и не финансового аспекта, но тем не менее она указывает на высокий уровень жизни, потому что соответствует своим амбициям, дотягивает до своих амбиций. Для некоторых из вас это приток денег от короля жезлов, то есть неважно, это кум, брат, сват, друг, то есть там вернули вам долг или просто помогли финансово, или ваш любимый человек вас поддерживает, помогает, или, ну, поскольку это ваша карта для мужчин, да, то для вас это траты еще на себя, но при этом хороший уровень доходов. То есть финансовая сторона вас беспокоить не должна, здесь все ровно и все стабильно. Вопросы здоровья аналогично. Падает карта умеренность. Это прекрасное ментальное, эмоциональное, душевное здоровье и физическое самочувствие. Но вместе с тем это карта гармонии, карта баланса. Она указывает на коррекцию ваших биоритмов, то есть соблюдение режима дня, цикла дня, планирование, грамотный тайм-менеджмент в решении каких-то вопросов. Ну и, конечно же, баланс в плане питания. Это не значит, что кто-то будет полностью отказываться, допустим, там, от приема алкоголя, от курения, там еще каких-то вредных привычек или там от сладкого, но хотя бы это, знаете, как снизить это потребление, ввести это в баланс. Для кого-то, конечно же, у нас аркан умеренность может быть признаком вопросов детоксикации, то есть каких-то чисток, которые были запланированы вашим лечащим врачом. Вопросы личной жизни, 9 чаш. Вот здесь прекрасная карта. Почему? Потому что она вам сулит любовь, комфорт, внимание, заботу. Видите, на вас льется это все как из рога изобилия. И вы вот в центре, являетесь центром вселенной, да? Все танцуют под ваш бубен, или иными словами, под вашу дудку. Но посмотрим, так ли это будет по факту. Итак, для тех, кто у нас свободен. Колесница. Ну, 9 чаши колесницы. Это знакомство на отдыхе, в курортных зонах. Это может быть знакомство дистанционное на сайтах знакомств, потому что тут непосредственно как искать себе человека для души и для тела. Еще по картам. Это может быть знакомство на спортивных соревнованиях, то есть если конный спорт, или на каких-то автомобильных выставках, то есть найти себе человека по душе, по сердцу, по вашим увлечениям, и для многих это прям такой огонь, как любовь с первого взгляда. Для тех же, кто у нас состоит в отношениях, в любовных треугольниках. По 10 жезлов отношения, которые являются для вас уже тяжелыми. С одной стороны, да, вы получаете здесь эмоции, получаете это эмоциональное насыщение, но с другой стороны, вас не устраивает формат отношений. То, что эти, наверное, отношения больше нужны вам. Вы их тянете на себе, понимаете? А вы хотите, чтобы кто-то так к вам проявлялся. Да, в рамках этого месяца в этом союзе еще будете состоять, будете тянуть эту лямку и лепту жизни, но уже будете задумываться, а нужно ли вам все это. Потому что для кого-то крайне важным, крайне значимым будет тот факт, что это как бы тайная связь, любовная связь. А кто-то захочет официального статуса. Если вы в стабильных отношениях, 9 чаш и жрица. Вот здесь даже прям уточню. Секундочку. Да, еще и аркан влюбленный. Слушайте, у вас здесь может появиться увлечение на стороне. Я понимаю, что не у всех, это у единиц, потому что 9 чаш жрица и влюбленная, это когда кто-то к вам проявляется, это когда кто-то оказывает вам знаки внимания, прям пылает к вам чувствами. Я не говорю, что здесь будет активное развитие отношений, но то, что вы потешите свое самолюбие, и, по крайней мере, будете здесь принимать этот флирт, эти ухаживания, это факт. А вот будете ли вы развивать эти отношения, это уже другой вопрос. И в плане рекомендаций у вас здесь на этот период падает аркан
звезда. Ну, по этой карте это, конечно же, как следует за мечтой. Иди своим путем. Раскрывай свой талант, свой потенциал. Достигай тех целей, даже если они тебе кажутся в чем-то немыслимыми. Потому что действительно энергия этого месяца, она вам будет способствовать во всех ваших начинаниях и в тех достижениях, в тех целях, которые вы себе прописывали. Опять же, звезда у нас в плане рекомендаций указывает на ситуацию, что не бойтесь быть медийным, особенно если вы кого-то ищете, с кем-то хотите познакомиться. Звезда – это быть ярким, это быть привлекательным, это делать фотосессии, это заявлять о себе, это открывать соцсети, это публиковать свои фото или reels, то есть видео, да, то есть заявить о себе. Опять же, если это касается бизнеса, вкладываться в рекламу, в продвижение, в развитие, то есть максимум усилий для того, чтобы вас заметили, вас увидели и вы получили те результаты, к которым вы стремитесь. А мы с вами проанализируем неожиданность этого периода. Что у вас здесь по ситуации? Солнце, дерево и крест. Ух. И дно колоды дом. Но смотрите, не зря у вас так падают эти арканы. Итак, для кого-то это действительно сесть на новом месте, ключевое решение вопроса, пустить корни, причем кармическая ситуация. И если это были вопросы наследственных заболеваний, то положительная динамика по здоровью. Не всегда это прям полное исцеление, но улучшение или состояние ремиссии – это факт. Для кого-то обретение отношений, причем отношения значимые, кармические, надолго, ну и, скажем так, просто так из этого союза вы не выйдете, это факт. Но, как вы видите по картам, действительно для вас это перемена со знаком плюс. Ну что ж, пусть так и будет, и мы, соответственно, таковыми же арканами вам закроем этот месяц, чтобы в вашей жизни присутствовала любовь, радость, счастье, гармония, ну и, конечно же, исполнение всех ваших самых-самых заветных желаний. Но вы, пожалуйста, по прошествии месяца напишите мне, как для вас отыгрывается эта информация. В принципе, этот расклад, созвучен он с вами или нет. Я от вас буду ждать обратной связи. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.